Люди придумали множество понятий типа стыд, грех, совесть, аморальность. Насоздавали религии, дисциплин, профессий, на которых кормятся миллионы последователей. А существуют ли такие понятия? Почему одни и те же поступки для одних – это что-то страшное, а для других норма поведения? Почему мы считаем возможным правительством, правителям, политикам поступать так, как непозволительно простым гражданам? Почему, в конце концов, мы испытываем разные эмоции от разных поступков и действий? Как своих, так и окружающих. Вот именно в эмоциях и дело. Если вы испытываете негативные эмоции от чего-то, то вы считаете это плохим. В других случаях, где-то глубоко в душе, вы считаете свое поведение неправильным, но продолжаете так поступать. В чем причина такого поведения и такого когнитивного диссонанса? В принципах работы нашего мозга. И если мы поймем, как он функционирует, то примем других людей без осуждения. Как я уже сказал, то, что мы считаем плохим, вызывает у нас негативные эмоции. Но обратите внимание, как мы оправдываем свои плохие поступки. Ведь это совсем другое. Я не собираюсь читать нотации, учить вас, что такое хорошо, что такое плохо. Я вообще считаю, что плохо только то, что вы считаете плохим. Учитывая социальность человека, можно добавить, что плохо то, что снижает потенциал выживания группы. Второе определение формирует общественную мораль, законодательство. Первое же определяется переживаемыми вами негативными эмоциями. Какие эмоции можно считать негативными, а какие позитивными? Радость от победы над соперником – это положительная эмоция, а радость от поражения соперника. Почему похожие эмоции мы называем радость и злорадство? Почему мы можем наслаждаться болью? И своей, и чужой. В чем кардинальное отличие положительных эмоций от негативных? На самом деле все очень просто. Чтобы наш мозг функционировал, в него должно поступать огромное количество электроэнергии. Наша нервная система – это электроприбор. Все эти ионы, липиды, медиаторы, гормоны, глюкоза – это только способ обеспечения нервной системы электроэнергией. А что такое эмоции? Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше электроэнергии поступает, тем более мы счастливы и энергичны. Тогда почему счастье может переполнять, а может вызывать усталость? Ведь речь идет просто об электрических импульсах. Их количестве огромное значение имеет источник энергии. Источником электрических импульсов в организме являются рецепторы. Эти микрогенераторы способны превращать в электрический сигнал все виды энергии их окружающих. Источника энергии для рецепторов всего два. Это окружающий нас мир и изменение состояния нашего организма. Рецепторы реагируют и на то, и на другое. Природа способна обеспечить нас колоссальным количеством энергии. Но сильное изменение физического и химического состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. То есть существует только два источника энергии для работы нашей нервной системы. Это окружающая нас Вселенная, энергия Земли, Солнца, воды, воздуха и наша внутренняя боль. Негативными эмоциями мы называем те, которые показывают наше энергопотребление за счет боли. Почему? Ведь и в том, и в другом случае рецепторы генерируют одни и те же электрические импульсы. Все достаточно просто. Энергия Вселенной дается нам просто так. Мы берем ее столько, сколько можем взять. Кушайте, не обляпайтесь. Ограничение только в нашей энергопроводимости. Для того же, чтобы изменилось состояние нашего организма, наше тело должно приложить для этого энергию. Физическую, химическую, в том числе и нервную, электрическую. А где взять электроэнергию для зарядки этого своеобразного аккумулятора? Из окружающей среды. Значит, эта энергия пойдет не на функционирование нашей нервной системы, а на изменение состояния нашего организма. Появляется, а затем прогрессивно нарастает дефицит энергии. Мы это воспринимаем как усталость, утомление, истощение. Вот и все различие между положительными и негативными эмоциями.
Во время всплеска негативных эмоций мы испытываем физический дискомфорт, или боль. Но при этом наше настроение улучшается. А после перенесенной негативной эмоции – усталость. Если боль нашей нервной системе, в общем-то, безразлична, мы даже хотим зачастую ее испытывать, то дефицит энергии, утомление нашей нервной системе абсолютно неинтересно. Каждый раз, когда мы поступаем плохо, неправильно, в нашем понимании, мы испытываем эти ощущения. Чем сильнее прогнозируемая усталость, тем более негативные эмоции мы испытываем. Вывод. Негативные эмоции отличаются от положительных только источником электроэнергии для нашего мозга. И это никак не зависит от политических, моральных, юридических предпочтений. Более подробно о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки вы найдете в описании. Будьте здоровы и счастливы. Будьте полны энергии и уверенности в себе. Испытывайте только